Создание уроков. Для того, чтобы создать урок, вам необходимо войти в кабинет тренера. Далее перейти на тренировки. Если у вас уже созданы тренировки до этого, то в центре вы увидите список тренировок. Вы можете отредактировать любую тренировку или посмотреть статистику по любой тренировке. Статистика тренировок отдельного ученика очень важна для тренера и позволяет понять, как занимается ученик, его ошибки, недостатки, на что нужно обратить внимание и так далее. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way. Добавление тренировки. Под этим названием тренировка будет отображаться в вашем списке и в кабинете ученика. Зададим свое название. Блоки задач для тренировки. Укажите темы, категории задач, из которых будет сформирована тренировка. Категория. Здесь вы выбираете одну или более категорий для тренировок и добавляете их по одной. Предполагается, что до этого тренер пригласил учеников, создал категории. Вы можете также выбрать количество задач для решения, а также решить, перемешивать вам задачи или нет, и можете задать уровень сложности задач. Ограничения в тренировках. При необходимости вы можете поставить ограничение на одну задачу по времени, ограничение времени на решение, ограничение на максимальное количество ошибок на одну задачу, ограничение на всю тренировку, ограничение времени на решение одной задачи, ограничение на максимальное количество ошибок на одну тренировку. Также можете разрешить или запретить ученикам использовать подсказку после ошибки. Далее вы выбираете учеников из выпадающего списка. Выбор учеников. Отмечайте учеников, которым доступна эта тренировка. Чтобы выбрать несколько значений, зажмите Ctrl и выделите нужные строки. Видео с теорией. Если к данной тренировке у вас есть видеоурок, загруженный на YouTube, вы можете добавить ссылку на это видео, и ученик сможет посмотреть его в своем кабинете, когда откроет тренировку. Вы можете поставить позицию с назначенной начальной позицией, чтобы после тренировки ученик мог проиграть со Stockfish с заданной позицией. Вы можете добавить к тренировке фэн начальной позиции и задать уровень сложности компьютера. Тогда ученик сможет сыграть эти партии в своей тренировке. Получить фэн позиции можно в редакторе доски. И все. Сохраняете тренировку. Далее вы можете протестировать тренировку или, иными словами, посмотреть, как будет видеть эту тренировку ваш ученик или ученики. Если при создании тренировки вы добавите свой аккаунт ученика, то сможете проверить все. Вот так выглядит тренировка, которую вы только что создали. Вы можете начать ее решать и сможете найти много полезных функций. Пропустить, если позиция очень сложная, решать снова, если ученик сознательно допустил ошибку и решил снова повторить позицию. Мы в этом случае не снимаем рейтинг. Также может воспользоваться подсказкой и другое. После решения занятий ученик видит повышение рейтинга и получает определенные призы за свои успехи. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm